Всем привет! Вы находитесь на канале SMAPS Education, и с вами Егор Еремеев, сооснователь портала SMAPS Education. Сегодня говорим о самых высокооплачиваемых профессиях в мире и почему мы, собственно говоря, выбрали эту тему. Допустим, вы школьник и планируете поступать в университет. Второй момент, вы уже работаете и планируете сменить свою специализацию, работу по каким-то причинам. В какую сторону вам смотреть? Первое, куда вы будете смотреть, это, конечно же, зарплаты. Скорее всего. Второе, актуальность и востребовательность каких-то профессий. Сразу же оговорюсь, что в этом выпуске для вас мы отобрали международные специальности. То есть, если вы знаете язык на достаточном уровне, то, по сути, вы можете работать в любой точке мира. О каком языке я говорю? Об английском. Конечно, потом в перспективе вам придется выучить язык той страны, куда вы, допустим, поедете, в случае, если вы выучитесь на эту специальность, но, зная английский, вы все равно сможете туда поехать и работать по этой специальности. Поехали! Первая специальность в нашем списке – это инвестиционный банкир. Если мы возьмем одну из самых популярных стран для иммиграции – Канаду, то зарплата инвестиционного банкира, поправочка, средняя зарплата, будет составлять $5400 в месяц. И здесь еще сделаю оговорку. Инвестиционными банкирами не обязательно становятся те, кто закончили специальность Investment Banking. Инвестиционными банкирами могут стать и аналитики. Как аналитическая, так и банковская сфера является очень популярной в англоговорящих странах. Что вы представляете себе, когда слышите специальность инвестиционный банкир? Скорее всего, в вашей голове будет что-то с Уолл-стрит. Большие деньги, солидные компенсации, яхты, дорогие машины. Но на самом деле, если задуматься, должность инвестиционного банкира мало что говорит о том, чем человек занимается на самом деле. И вы, скорее всего, этого не знаете. Есть профессионалы начального уровня. Они начинают данную карьеру, как правило, как аналитики или юристы. И постепенно они поднимаются по инвестиционной банковской лестнице. В самом начале вам, скорее всего, придется анализировать рынки, перечитывать огромное количество аналитической информации, составлять графики и готовить презентации. Многие из них как раз таки и готовят всякого рода презентации для того, чтобы убедить инвестора профинансировать их. Вам придется проводить кучу маркетинговых исследований, создавать анализы, отчеты и различные финансовые модели. На такой должности очень часто приходится задерживаться, работать в неурочное время, потому что по многим проектам у вас будут дедлайны, и они будут гореть. Не успеваете подготовить отчет, сидите до ночи, проблемы ваши. В таком графике и режиме в лучшем случае придется поработать годика 3. Абсолютно нормальная практика 5 лет. Но, как правило, после 5 лет можно подумать о повышении. Средний возраст такого рода специалистов 25 лет. А на повышение они уже идут после 30-ки. На должности инвестиционного банкира огромным преимуществом будут отличные математические знания. В 99% случаев без степени бакалавра на эту должность можно не пробоваться. Но если вы хотите значительно быстрее продвинуться по карьерной лестнице, то рекомендуется получить степень MBA. Если вы не знаете, что такое MBA, ставлю ссылочку в описании к данному ролику на статьи про программы MBA. И, конечно же, на учебные заведения, где можно получить эту степень. Переходим ко второй специальности по уровню зарплат и востребовательности. Разработчики искусственного интеллекта. Средняя зарплата в США выше $11 000 ежемесячно. Разработчики искусственного интеллекта разрабатывают программное обеспечение и приложения для искусственного интеллекта, которые впоследствии будут использованы различными бизнесами. Это программируемые системы, которые будут меняться в соответствии с потребностями бизнеса на основе собранных и проанализированных данных. Что такое искусственный интеллект и как это все работает? Это одно из самых захватывающих технологичных достижений в нашем мире. Еще в начале 90-х наличие какого-нибудь ноутбука на столе было чем-то невероятным. Но говорить о создании компьютерных программ, способных развивать собственный интеллект, казалось вообще фантастикой. Теперь это неотъемлемая часть социальных сетей, поисковых систем, которыми мы пользуемся каждый день. Например, он подскажет нам, куда ехать, если мы не знаем дороги. Новые современные
телевизоры, подскажут нам какой-нибудь телешоу согласно нашим интересам. И даже пользуясь поисковиком Яндекс, он будет подкидывать вам какую-нибудь рекламку также согласно каким-то вашим интересам или прошлым поисковым запросам. Голосовые помощники типа Siri или Алисы — все это искусственный интеллект. Наиболее желаемое место для работы для всех тех, кто собирается изучать искусственный интеллект, это, конечно же, Google, главный офис которого находится в Калифорнии, США. Но чтобы разобрать третью специальность в нашем списке, мы с вами отправимся в Австралию. Если вы по-прежнему считаете, что Австралия — это страна аборигенов и там ничего нет, вы очень сильно ошибаетесь. Посмотрите только на университет Эдит Коуэн. Это, пожалуй, один из самых невероятных университетов, которые я встречал. Архитектура его напоминает какие-то футуристичные объекты и, возможно, что-то с других планет. Если мы касаемся темы образования, то учеба в Австралии ничуть не уступает по своей престижности и уровню тому же образованию в Англии, Канаде или Америке. И, возможно, вы удивитесь, но Австралия входит в 5 самых посещаемых стран международными студентами. Ежегодно в Австралию на учебу приезжают около 500 000 человек. И если в этой стране вы выберете для себя специальность системного архитектора, он же системный инженер, то ваша зарплата будет составлять приблизительно 10 000 австралийских долларов. Кстати, если вы не в курсе, в Австралии также есть свой доллар. Не американский, а именно австралийский, как и в Канаде. Итак, к самой специальности. Системный архитектор анализирует и рекомендует правильное сочетание IT-компонентов для достижения конкретной бизнес-цели или функциональной цели, отдела или команды. Специалисты этой области объективно анализируют желаемые процессы и результаты и дают рекомендации по правильному сочетанию IT-системы компонентов. Системный инженер играет неотъемлемую роль в успехе бизнеса во многих отраслях. Они контролируют работу системы, постоянно оценивают все этапы операций, чтобы убедиться, что проблема устранена. Системный инженер часто сотрудничает с руководителями проектов и инженерной командой, которая руководит в процессе работы с проектом. Специалисты этой области нужны во многих областях, а потому такой инженер может заниматься как разработкой программного обеспечения и робототехники, так и нанотехнологиями. Ну и если говорить обобщенно, то работа в IT-сфере является одной из самых перспективных и востребованных в мире. В следующей специальности вы, возможно, удивитесь, потому что она уже давно существует на рынке труда, и это пилот. Но я здесь немножечко расширю эту сферу авиации. Востребованы не только пилоты, а востребованы также и авиационные инженеры. К примеру, Нидерланды. Зарплата пилота больше 9 000 евро ежемесячно. Авиационные инженеры также получают очень хорошие зарплаты. Специалисты этих областей востребованы прежде всего, потому что строятся новые аэропорта, потому что самолеты как летали, так и будут летать всегда. Необходимы новые конструкции, разработки в этих сферах. И, кстати, в той же Канаде есть отличные вузы, где можно отучиться на авиационного инженера. И тот же самый колледж Mohawk, я ссылочку поставлю в описании к данному видео, имеет свой корпус на территории аэропорта рядом с Торонто, где прям в ангарах есть самолеты и вертолеты, которые разбираются и собираются. И колледж очень активно сотрудничает с авиакомпанией Air Canada. Каждый год выпускники устраиваются на работу именно туда. Сама же профессия пилота воспринимается многими людьми как настоящая работа мечты. Гламур, посещение экзотических стран, роскошь, щедрая зарплата. В любом случае на вас действительно будут смотреть с восхищением, что вы умеете управлять самолетом. Вернемся обратно в Нидерланды. Если мы говорим о пилотах, то многие из них женщины. Эта профессия среди представительниц прекрасного пола набирает все больше популярности. И я не удивлюсь тому, если вы мне скажете, что воспринимаете профессию пилота как исключительно мужскую. И Нидерланды как раз та страна, где этот статус мужской профессии для пилотов утрачивается. Да, и кстати, для того, чтобы понять, действительно ли профессия летчика это
это ваша профессия, существуют разные летние курсы, где в течение короткого времени вам дается база и можно понять, хотите ли вы в дальнейшем водить самолет или нет. Ну и, наконец, пятая специальность по высокооплачиваемости – это профессия юриста. И здесь мы отправляемся в Великобританию. Средние зарплаты юриста в Великобритании 5000 фунтов. Как правило, для того, чтобы стать юристом в Великобритании, нужно иметь степень бакалавра или магистра именно британского вуза. Для того, чтобы стать юристом в Великобритании, есть два основных пути. Один – это традиционный, то есть вы получаете британское образование и соответствующий диплом. И с этим дипломом вам уже дают стажерский контракт. Второй вариант более, скажем так, современный, когда у вас есть юридическое образование в России, и вам после этого необходимо сдать соответствующие экзамены, то есть переквалифицироваться. Эти экзамены сдаются именно в Англии, называется Qualified Lawyer Transfer Scheme. Но есть один нюанс. Британские вузы выпускают достаточно большое количество юристов, а предложений по контрактам от работодателей значительно меньше. Но, как и везде, есть один ключ. Усердные трудолюбивые студенты могут устроиться еще, учась в университете и не получив диплом, так называемым паралигалом. Это помощник юриста, который выполняет ряд его функций. Именно так вы получите очень хороший опыт знакомства с местным юридическим сообществом, и у вас появится возможность проявить себя. Но у меня пока все. Напишите в комментариях, какие профессии вы считаете будут востребованы и высокооплачиваемы в ближайшее будущее. Обязательно поставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски.